Друзья, я рад видеть вас всех на своем канале. Меня зовут Алексей, кто еще не знает. Хотел бы вас немножечко попросить. Смотрю статистику, и большинство зрителей не подписаны на меня, но смотрят как постоянные зрители. И для меня очень важен каждый подписчик. И я очень прошу вас подписаться на мой канал прямо сейчас. Так что можно ударить в колокол, чтобы не пропустить следующие видео. Также хочу попросить вас, оставлю ссылочку в описании. В этом году меня номинировали от всех инструментов номинации самоделки. Буду участвовать, канал «Делай сам». Прошу по ссылочке перейти и проголосовать за мой канал. Ну а сегодня мы поговорим с вами, что можно сделать из старого сверла. Как говорится, не выкидывайте, а сделайте сами. Давайте посмотрим видео. Достаю заветный пакетик. Тут у меня поломанные сверла, которые, может быть, когда-нибудь для чего-нибудь еще пригодятся. Так, это у нас ХСС. Здесь поломочки. Так, мне нужно сверло где-нибудь пятерочку. Вот как раз четко пятерка. Естественно, кто-то бы выкинул, но я вот оставил. Зажимаю в патрон. Хотел похвалиться, друзья. Смотрите, какой подарок мне подарили. Был я на выставке JetFest. Познакомился с Петром, производителем вот этих гриндеров левша. И он мне подарил его, но я не могу его не отблагодарить. Ссылочка оставлена на него в описании. Обязательно перейдите, посмотрите, может кому-то понравится, кто-то приобретет. Поставьте к нему пару лайков и передайте привет от меня. Друзья, также оставлю ссылочку на Instagram канала Левша и на YouTube канал, где ребята собирают, показывают, как они все делают. Обязательно подписывайтесь. Теперь сейчас немножко изменю угол самого кончика. Делаю все на глаз, не знаю как правильно, но попробую. Далее при помощи более мелкой наждачной бумаги с более мелким зерном шлифую. В конечном результате у нас получилась вот такая вот, видите, два разных угла. Давайте попробуем его в работе. Далее вставляю сверло в сверлильный станок. Возьмем кусочек профильной трубы, здесь стеночка, наверное, 2-2,5 мм. Так, друзья, смотрим, что получается у нас. Тут небольшие бортики, то есть можно будет нарезать резьбу. Давайте сейчас я побольше сточу немножко на гриндере, чтобы лучше было видно. Специально побольше снял на гриндере, чтобы можно было видно, что стал уже бортик. Сейчас мы посмотрим, сколько он. 5 миллиметров, то есть
Мы увеличили размер металла, и можно будет нарезать резьбу. Сейчас вот здесь вот просто не видно. Вот так вот, да. Сейчас попробуем нарежем резьбу. Взял метчик. Надо было смазать, конечно. Сейчас найдем винтик и закрутим. О. То есть резьбу мы увеличили, теперь можно более сильно затягивать. Вот я более наглядно Друзья, конечно, можно купить и готовое, но смотрите, какая цена у него. А если вам, представьте, нужно это на один раз, то я не думаю, что стоит тратить деньги, а можно сделать самому. Друзья, ну вот так вот выглядит само сверло после сверления. Смотрите, сколько сделал. 1, 2, 3, 4, 5 отверстий. Да, оно немножко потемнело, но еще можно им поработать. Друзья, так что не торопитесь выкидывать старые сверла, может еще пригодиться. Я надеюсь, что данный ролик кому-нибудь будет полезен и кому-нибудь понравился. Так что жду от вас обратной связи. Вам всем крепкого здоровья, до новых встреч, пока-пока. Не забудьте подписаться, кто еще не подписался на канал. Все, крепко жму руку, пока-пока.